как часто мы, люди, совершаем плохие поступки и совершенно не задумываемся о последствиях. В этот момент нас заботит лишь собственное счастье. Например, охотники нередко убивают зверей из-за самодовольствия, а не потому что голодают. Герой этого рассказа тоже хотел похвастаться перед соседями триумфом над дикими зверями. Но вскоре он очень сильно пожалел о своем желании. Случилось это в конце 80-х годов прошлого века. В одной из глухих деревень Поволжья проживала небольшая семья. Отец, мать и маленькая дочка. Девочке было не больше 4 лет. Выживали они в основном за счет хозяйства, так как работы в деревне не было. Занимались огородом, разводили домашний скот. Глава семьи часто ходил на охоту, чтобы подстрелить какую-нибудь дикую птицу или зайца и обеспечить семью пропитанием. В один из таких походов в лес он взял с собой собаку и направился на поиски очередной добычи. Неожиданно он набрел на волчье логово. Это была небольшая пещера, где лежала худая волчица и 2 маленьких волчонка. Их мать после родов была еще слаба и не смогла вовремя отреагировать на приближение человека. Волчица отчаянно и громко завыла. Охотник не пожалел волков. Он представил, как будет хвастаться в деревне о победе над волчьей семьей. Он вскинул ружье и сначала пристрелил волчицу, а потом натравил своего голодного пса на беззащитных щенков. Мужчина посчитал, что волки представляют угрозу для деревни, поэтому совесть его не мучила. После расправы над животными, охотник и его пес направились в сторону дома. Когда он почти вышел из леса, то услышал позади протяженный волчий вой. Ему показалось, что звук был каким-то необычным, словно кто-то плачет. Через пару дней хозяйке дома понадобилось съездить в город. Мужа она оставила присматривать за ребенком и домашним хозяйством, а сама пошла на автостанцию в соседнее село. Мужчина поиграл с дочерью во дворе, а потом зашел в дом, чтобы приготовить обед. Девочка осталась на улице. Когда хозяин вернулся с тарелками, от увиденного еда выпала у него из рук. Его дочь сидела на земле, а рядом стоял огромный, матерый волк. Зверь смотрел мужчине прямо в глаза. Сторожевая собака спохватилась и стала громко лаять. Пес пытался наброситься на волка, но цепь не давала ему дотянуться до незваного гостя. Правда, далеко не факт, что домашнее животное смогло бы справиться с диким хищником. Девочка в это время встала, подошла к волку и начала его гладить по голове. Отец ребенка не знал, как ему быть и что делать. Под рукой ничего не было, а добежать до места, где стояла дочь, он не успеет, хищник тут же разорвет девочку в клочья. Так прошло несколько минут. Несмотря на то, что звери не понимают человеческую речь, мужчина умолял волка не трогать ребенка. Хищник не уходил. Не в силах ничего предпринять, человек обреченно смотрел на животное. По лицу охотника потекли слезы. Внезапно до него дошло. Это был тот самый волк, который пару дней назад душераздирающе выл в лесу. Это его семью он так хладнокровно убил, в лесу, не пожалев ослабшую волчицу и маленьких волчат. Увидев человеческие слезы, волк медленно развернулся и пошел в лес. Маленькая девочка не понимала, что произошло и почему ее отец заплакал. Мужчина обнял ребенка и долго стоял, не отпуская дочь. Он не мог поверить, что с ней все в порядке. С тех пор бывший охотник ходит теперь в лес лишь за грибами и ягодами. Ружье и патроны он просто отдал соседу. Убивать живых существ мужчина больше не мог. Этого человека когда-то не смог остановить отчаянный вой волчицы. Он все равно так хладнокровно и без жалости ее пристрелил и даже не пощадил беззащитных волчат. Только когда человек сам оказался в подобной ситуации, он ощутил всю боль родителя, который через несколько секунд потеряет своего ребенка. Только вот волк, в отличие от него, пожалел девочку и не стал убивать дочь своего заклятого врага. Благородный хищник был выше этого низкого поступка. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.